Друзья, всем привет! Всем привет! У нас будет сегодня короткий расклад на ближайшие 7 дней. Ваше будущее в ближайшие 7 дней. Будет два варианта. Первый вариант, второй вариант. И будут подсказки на мотивашках. Поэтому нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам нравится больше всего. И давайте начинать. Все, кто выбрал первый вариант, всем привет! Так, пока буду раскладывать колоду, скажу, что у нас существует закрытый чат с разными раскладами, которых нет на ютубе. Пишите нам в контакты, указанные в описании к этому видео, и присоединяйтесь к нашему телеграм, маленькому, очень уютному междусобойчику. Ну а сейчас расслабляйтесь, давайте покопаемся немножко в поле. Буду делать 12 домов и посмотрим, что там в ближайшие 7 дней будет основополагающего для вас. Сразу на авансцене у нас семейные вопросы. Семейные вопросы, какие-то дела. Вообще, мне кажется, у многих, кто выбрал первый вариант, здесь такое хорошее семейное состояние, какие-то обмены мыслями, какие-то обсуждения жизненно важных неких историй. Что-то такое. Я так понимаю, первый вариант, вы преисполнены желание заработать больше денег, судя по магу, который у нас встал во втором доме. И таки надо сказать, что у вас это может получиться, но не сейчас, не в ближайшие 7 дней, а немножко позже. Итак, что у нас тут будет главного? Я начну с конца. Конец этих 7 дней для вас станет неким жизнеутверждающим моментом, когда вы сможете представить кому-то какую-то свою идею, не знаю, какой-то свой проект. Может быть, кто-то на работе планирует делать какую-то важную презентацию. Какие-то здесь такие вещи, которые носят демонстрационный характер. Сейчас вы в эти ближайшие 7 дней вряд ли будете чувствовать себя эмоционально комфортно. Вы будете находиться периодически в состоянии внутренней такой вот мобилизации, напряжения, так скажу, в состоянии какого-то напряжения. Это напряжение, с одной стороны, касается не очень приятных, видимо, ваших текущих жизненных условий, потому что вы будете чувствовать, что вас все задолбало, уже все бесит, и так как вы не можете изменить ситуацию, придется вот в этой ситуации как-то до конца доиграть свою роль. Очень сильные внутренние посылы, наконец-таки, закончить все важные вопросы, подвести какие-то итоги для того, чтобы обрести некоторое успокоение. И я так думаю, что самый важный, наверное, момент в этот период времени – это история получения каких-то очень хороших новостей. Может быть, эти новости касаются для кого-то каких-то перемен, связанных с работой. Может быть, это будут командировки, может быть, это будут какие-то новые проекты, которые вы возглавите. Если вы находитесь в поиске работы, то на этой неделе можно подобрать для себя какую-то очень интересную вакансию, которая полностью вам подойдет и, в общем-то, будет воспринята вами с большим энтузиазмом. У меня здесь в этом раскладе парадокс какого характера. Вот вроде самая первая карта у нас, десятка кубков, вышла такая очень семейная, про семью, про семейные вопросы, а у меня такое чувство, что живете вы один или одна. То есть нет рядом с вами в вашем доме, в вашем окружении, либо людей, которых вы как-то вот можете прям физически чувствовать и эмоционально чувствовать в том числе, либо просто на самом деле в этот ближайший промежуток времени вы будете находиться дома без кого-то, то есть, может быть, без мужа или без жены, без детей, то есть как будто на дистанции, на каком-то расстоянии, причем это будете вы находиться, то есть не то, чтобы ваши близкие куда-то разъедутся, в эти ближайшие 7 дней вы будете находиться на дистанции от тех, кого вы любите, кем вы дорожите. И эта ситуация, наверное, немножечко будет вас так вот ментально угнетать, будет периодически появляться желание о том, что я очень устал, когда
все это закончится, когда я окажусь дома. Вот какие-то здесь такие будут течения и мысли. В эти ближайшие 7 дней вы с радостью будете рассматривать какие-то контакты и общение с внешним кругом. То есть это могут быть коллеги по работе, это могут быть какие-то бизнес-партнеры или какой-то вообще социальный круг общения, не знаю, может быть, соцсети. А вот с близкими людьми особого контакта пока не будет, потому что, мне кажется, здесь такая история, что мы вроде бы как все обговорили, и нет больше смыслов ничего обсуждать, то есть нет предмета для беседы. Почему-то вот какая-то дистанция. Не вижу никаких конфликтов, вследствие которых могла бы произойти эта ситуация, скорее просто это стечение обстоятельств. И со стороны, опять же, близкого круга людей какие-то будут приходить вам как вторжение, что ли, в ваше пространство. То есть те люди, которых вы хорошо знаете, к которым вы хорошо относитесь, они будут приносить вам какую-то свою информацию про свои жизненные перипетии, может быть, про свои, не знаю, беды, или какие-то будут вам задавать вопросы про свои сложные жизненные ситуации, и вы будете оказывать этим людям какую-то посильную такую вот помощь. А тем, кто просто будет хотеть с вами поговорить на какие-то отвлеченные темы, я так думаю, будет какая-то внутреннее у вас все равно отстранение и дистанции, не будет потребности и желания особенно как-то включаться эмоционально. То есть все разговоры вот сугубо по делу. Возможно, кому-то из тех, кто выбрал первый вариант, к концу этих 7 дней или в течение этих 7 дней должны поступить какие-то деньги. Это деньги от какого-то вашего нового проекта, от какой-то вашей новой деятельности. Это те деньги, которые вы будете пускать, наверное, на укрепление, опять же, почему-то мне хочется сказать, своих семейных основ. Не вижу здесь каких-то глобальных пока заработков, не вижу здесь глобальных заработков и личных, если у вас есть какие-то свои личные проекты, и тем более нет речи о больших заработках, если вы работаете в найме. Если кто-то ждет здесь повышения зарплаты, то ничего тут такого не будет. Но вот, кстати говоря, о зарплате, возможно, в течение этого промежутка времени вам будет доступна какая-то информация, либо от неизвестного вам человека, либо о каких-то ранее неизвестных или непонятных дел вашей компании, как будто какие-то будут, может быть, кадровые перестановки, может быть, подписаны будут какие-то документы, касающиеся новых условий по оплате труда. Не знаю, может быть, кто-то здесь будет получать квартальную премию, потому что если мы говорим о премиальной части заработной платы, то в эти ближайшие 7 дней есть возможность получить какую-то приятную премию, которая спасет вас вот на этой короткой дистанции, потому что некоторые из первых вариантов, я так предполагаю, в контексте денег имеют для себя какие-то очень большие планы, какие-то предстоят большие расходы, или вы планируете сами, или они какие-то незапланированные, но вы можете о них косвенно как-то догадываться. В общем, вы можете получить какую-то премиальную часть, как, не знаю, премию, кому-то, может быть, что-то вернут или помогут чем-то. И вот эти деньги, они немножечко вас так вытащат и спасут. Собственно, что еще у нас тут есть интересного в эти ближайшие 7 дней? Ну, исключительно работа и получение каких-то новостей от мужчины, мне хочется сказать. Вот. Для женщин, которые, ну и для мужчин, впрочем, которые сейчас не имеют партнеров, кто находится без отношений, в эти ближайшие 7 дней в вашем поле какой-то человек есть, который будет проявлять к вам знаки внимания, который будет хотеть с вами какого-то контакта и общения. Но мне кажется, вы настолько будете холодно к этому человеку расположены, что типа нет, я вообще не хочу с тобой контактировать и давай до свидания. Вот какой-то такой элемент. Пока нет внутренней потребности ни с кем близко общаться и знакомиться, потому что вы хотите либо свободного человека, либо человека, который для вас является в каком-то смысле незнакомым, то есть отличающимся принципиально от тех людей, с которыми вы ранее привыкли строить отношения.
Некоторые люди, выбравшие первый вариант, должны готовиться к встрече. Причем не только к встрече, но еще и, может быть, совместной поездки какой-то. Здесь какая-то рисуется совместная поездка. Может быть, у кого-то будет отпуск, у кого-то какие-то другие вещи. Темы, которые касаются лечения в долгосрочной перспективе, имеют благоприятный исход. Поэтому, если вдруг вы чувствуете, что состояние здоровья у вас не айс, вы прямо сейчас занимаетесь лечением, то при полном соблюдении врачебных рекомендаций вы достигнете полного, абсолютного исцеления. Вот. Главная история, которая может досаждать вам в течение этого времени, это ваши эмоции какого-то страха. Как будто будет какой-то страх, как избежать каких-то проблем, в общем, какая-то тревога, касающаяся, опять же, неизвестности будущего, непонятно, как все развернется, вот как будто так это звучит в голове. Вот. На дне колоды у нас туз мечей, но это точно какие-то новости, я не знаю, что тут будет за новости, рассказывайте потом. Это не просто новости, это какие-то очень классные такие истории, что кто-то встанет на вашу сторону, кто-то вам поможет, войдет в ваше положение, сделает то, чего вы хотите, причем не то, о чем вы просите, а именно то, чего вы хотите, потому что о просьбах здесь речи не идет. Вы в течение этого периода времени будете весьма категоричны, и на работе будете занимать такую позицию достаточно твердую, такая вот взвешенная, руководящая какая-то будет у вас роль, где вы будете являться человеком, подходящим к любым ситуациям рабочим, очень, ну так, объективно. То есть не будете эмоционировать, не будете брать на себя ненужную какую-то работу, которую, возможно, вам здесь будут предлагать, а будете целиком и полностью следовать только тем правилам, которые прописаны в ваших требованиях рабочих или, может быть, в вашей должностной инструкции. Вот. В ближайшие 7 дней вот те новости, о которых вы узнаете, будут касаться, опять же, либо конкретно мужчины и женщины, либо семьи. Они напрямую будут касаться какой-то встречи между этими людьми и поездки. Может быть, кто-то из вас соберется ехать куда-то на свидание. Может быть, кто-то из вас соберется в отпуск или будет планировать отпуск вместе со своим партнером. Потому что здесь вот как-то все связано с дорогой. И я не знаю, почему первый вариант, но у вас стоит тема смены места жительства, обсуждение каких-то вещей, которые как-то вот дадут вам новое ощущение дома. Возможно, я в самом начале говорила об этом, я уже забыла, что я говорила в самом начале. Но здесь такая очень интересная история, что, опять же, сейчас вы точно один. И в эти ближайшие 7 дней вы точно будете один. Никого с вами в том месте, где вы живете, не будет. Там присутствуете только вы. Ну, есть только у кого-нибудь еще привидение какое-нибудь живет, к примеру. Вот. Или просто дух какой-то ушедшей женщины. Ну, или вы женщина. И вы как дух, в буквальном смысле, как привидение, тихонечко ведете свою неспешную жизнь. Но вот эта смена места жительства, она как-то связана напрямую с поездкой и с каким-то решением. То есть вот какая-то здесь такая очень интересная история. Вот, потому что эта поездка потребует от вас максимальной концентрации внутренней какой-то концентрации усилий. Она потребует от вас вот, мобилизовать все свои внутренние силы и сделать какой-то последний рывок, чтобы все получилось. Вообще хорошие 7 дней, потому что, опять же, повторюсь, главный классный здесь такой момент, что внешняя среда любую вашу активность, любую вашу деятельность как-то будет вознаграждать. Внутри, несмотря на ваше напряжение, которое будет в течение этих 7 дней, все равно оно вас отпустит, все равно вы расслабитесь, все равно появится ощущение, что все в моей жизни складывается так, как я себе представлял. Вот. Какой-то такой у меня получился сумбурный первый вариант. Не знаю, что сказать. Давайте посмотрим мотивашки, что они нам проглаголят на эти ближайшие 7 дней. Что они тут нам расскажут, что станет основным лейтмотивом этих ближайших 7 дней. Ну и потом посмотрим рекомендацион.
Итак, основной лейтмотив. Я знаю, что ты боишься конфликтов и конфронтаций, но ты сильнее, чем тебе кажется. Будь увереннее, бейся за истину, иначе проиграешь. Вот у нас истина, а вот у нас бейся. То есть получается, что главный лейтмотив этой недели – это история про преодоление как раз своих собственных страхов, о которых нам говорит эта карта девятка мечей. Поэтому все, что будет у вас происходить на этой неделе, так или иначе касается ваших внутренних ощущений себя самого, вашей какой-то уверенности в себе, вашей готовности идти ва-банк, может быть, или разговаривать с кем-то. В общем, надо будет справляться с какими-то страхами. Ну и рекомендация на эти ближайшие 7 дней. Какая у нас тут будет рекомендация на эти 7 дней? Рекомендация такая: пришла пора отойти от дел. Может на пенсию, а может просто отдохнуть и выспаться, побыть наедине с собой и восстановить ресурс. Ну вот смотрите, все, что я вам сказала сейчас одна эта мотивашка. Отдыхайте, посвятите эти ближайшие 7 дней отдыху. Особенно ничего не делайте, не включайтесь ни во что, старайтесь больше отдыхать по возможности, если есть такая возможность, все-таки поехать куда-то, пойти в отпуск, и восстанавливайте свой внутренний ресурс, потому что сейчас для вашей карьеры очень важно, чтобы вы перестали вот буквально влачить это существование, вот так мне хочется сказать, влачить это существование. Здесь нужно поставить какую-то точку и уйти оттуда, где вам нехорошо, где вам больше не нравится. Вот такой у меня был первый вариант. Я вам всем желаю удачи и успеха. Берегите себя. Пусть у вас все получится. Все, кто выбрал второй вариант, всем привет. Колода потихонечку распадается. Так, будем смотреть сейчас ваши ближайшие 7 дней. Пока буду тасовать колоду, скажу о том, что у нас существует закрытый телеграм-чат с раскладами, которых нет на YouTube. Пишите нам в контакты, указанные под этим видео, и присоединяйтесь к нашему маленькому, но очень уютному сообществу. А сейчас расслабляйтесь и давайте посмотрим, что в эти ближайшие 7 дней интересного приготовила вам Ее Величество под названием «Жизнь». Какую-то победу приготовила вам Ее Величество под названием «Жизнь». Говорит: ты такая молодчинка, ты такой молодец. Эти ближайшие 7 дней, судя по всему, для вас будут проходить под эгидой вашей лидерской позиции жизненной, вашей уверенности в себе, в том, что вы делаете, вашего желания во что бы то ни стало одержать верх над любыми обстоятельствами, чтобы можно было немножко похвалиться, чтобы можно было порадоваться по себя. В общем, какая-то здесь история про прибыль. Про прибыль. Смотрите, здесь второй вариант у нас в ближайшие 7 дней должен вознаградиться деньгами. Вы должны получить в это время деньги, которые вас очень сильно порадуют. Кто-то из тех, кто будет получать деньги от других людей не в качестве каких-то подарков, может быть, помощи, а в качестве какого-то взноса, не знаю, взноса как вознаграждение, взноса как вклад в работу, может быть, аванс это у кого-то означает. Вы будете направлять эти деньги на какую-то, не знаю, поездку, что ли, какой-то здесь такой элемент, касающийся вложения капиталов в ваш переходный этап жизни. Вот. Причем придется скрести, как мне кажется, немножко деньги даже где-то по сусекам. Такое чувство, что все деньги, которые у вас будут, вы в течение этих 7 дней куда-то отдадите. И даже будете потом немножечко как-то переживать, что опять надо вот идти зарабатывать эти деньги, но при этом все равно будете невероятно счастливы тому, что вы смогли это сделать самостоятельно. То есть смогли оплатить какую-то сумму или смогли сделать что-то другое. Очень хорошая обстановка дома. Здесь у нас сразу во втором доме сел чудесный король кубков, который говорит о том, что если вы женщина, и у вас есть муж, или вы мужчина, и у вас есть жена, главная история семейного бюджета в эти ближайшие 7 дней будет зависеть исключительно от мужчины. Мужчины, который будет содержать себя самого и свою супругу, или мужчина, или женщина, которую, опять же, содержит супруг. Вот. Здесь
Какие-то большие такие вот рабочие моменты будут серьезные. Эти моменты связаны с тем, что вам будет необходимо, как мне кажется, ну, справиться со своими эмоциями, потому что здесь работа будет эмоционально не очень радовать. Будет казаться, что вы такой маленький или такая маленькая, и столько много каких-то надо, и вот эти надо будут вымораживать в ближайшие эти дни, и будет казаться, как мне все это достало, когда это уже закончится, когда это будет все по-другому. Но это будет всего лишь какая-то минутная слабость, потому что если говорить о втором варианте, то второй вариант точно работу свою любит. Вы работаете в том месте, в котором вы ценны как специалист, вы работаете в таком месте, которое вам действительно нравится. И причем, судя по этой тройке пентаклей, опять же, мне хочется сказать, что ваша работа может быть связана с какой-то инженерной деятельностью. Это может быть в буквальном смысле какая-то инженерия. Типа там социальная инженерия, да, или архитектура, строительство, или построение каких-то, не знаю, схем, проектов, чего-то еще. В общем, что-то такое, что требует неких измерений или какой-то подготовки. Ну, все равно каких-то измерений. Может быть, это не для всех будет корректное подходящее слово, но что-то там надо сначала просчитать, продумать, распланировать и только потом делать. И вы в своей работе будете дока, то есть здесь очень большой потенциал в ближайшее будущее будет вложен в ваш доход, получаемый именно в виде зарплаты или в виде ваших гонораров. Причем это не сейчас, не в ближайшие эти 7 дней у вас резко как-то кардинально может вырасти доход, это будет чуть позже, но в эти 7 дней я все равно предрекаю второму варианту получения денег. И опять же, мне хочется сказать получение денег в виде авансов. Я не знаю почему, но вот здесь как авансовые какие-то платежи я вижу. Это что-то, это какая-то часть, которую вам выплатят, а оставшуюся часть вы будете получать после реализации работы. В вашей жизни в эти ближайшие 7 дней должна быть поставлена какая-то очень большая такая точка, и должен начинаться какой-то новый этап. Но началу этого этапа может препятствовать какое-то ваше упрямство и, может быть, ваше нежелание кого-то услышать или, может быть, пойти к кому-то навстречу, какой-то не очень приятный, может быть, разговор с семьей или с близкими вам людьми, которые вы считаете членами своей семьи. Здесь какая-то попытка отстраниться эмоционально, чтобы не вовлекаться в чьи-то проблемы, потому что вам будет хотеться сохранить очень теплое какое-то такое вот эмоциональное состояние свое. Особенных каких-то значительных перемен в эти 7 дней для вас второй вариант я пока не вижу. Здесь все еще главный лейтмотив этой недели просто про усталость, про желание отдохнуть, про желание все-таки получить какой-то определенный для себя результат, чтобы что-то пришло в норму, что-то закончилось, потому что очень физически тяжело. И не только физически, но еще и ментально. Мне кажется, вам вообще надо поработать немного с темой тревожности, потому что в эти 7 дней вы будете испытывать такое неприятное очень ощущение внутреннее, как давящее одиночество, такое глухое отчаяние и безнадега. А при том, что, опять же, повторю, в это время в вашей жизни все будет складываться достаточно хорошо. То есть нет никаких причин, на самом деле, для переживания и для беспокойства. На дне колоды у меня лежит правосудие, которое говорит о том, что в эти 7 дней будет проходить какой-то очень гиперважный для вас процесс, все-таки подведение каких-то итогов. Что-то в вашей жизни должно сбалансироваться и прийти в какую-то норму. Может быть, это какая-то история про ситуацию, которая в вашей жизни пока еще вот не двигается так, как вам хотелось бы. Что-то здесь будет пересмотрено по-новому. Финансовые тоже обстоятельства играют немаловажную роль здесь в каком-то вашем внутреннем вопросе. Вот. И придет время в эти 7 дней сказать спасибо. Во-первых, сказать спасибо самой себе или самому себе за то, что вы такой молодец или вы такая умница, что вы доверились своему внутреннему чутью
и стали что-то делать, связанное со своим домом, опять же. Здесь ключевая история про ваш дом и про то, что вы молодец, и вы должны придерживаться тех же самых позиций жизненных, которые есть у вас сейчас. Вот такой у меня здесь получается прогноз на ближайшие 7 дней. Давайте посмотрим на мотивашках, какой будет основной лейтмотив этой недели ближайшей. Что интересного расскажут нам мотивашки. А что нам мотивашки? Хе-хе. Вот вам и 7 мечей. Вот вам и 7 мечей. Не болтай. Все важное держи в секрете, пока не получишь то, что тебе нужно. То есть основной лейтмотив этой недели все-таки не болтать. Не болтать. В буквальном смысле сохранять в строжайшем секрете любую информацию о поездках, любую информацию о получении каких-то очень важных, не знаю, каких-то планов или каких-то, может быть, конкретных даже у кого-то полученных уже рекомендаций, каких-то новостей. Ведь у нас тут поездок несколько. Вот у нас одна поездка здесь стоит, и здесь у нас стоит поездка другая, какие-то 2 поездки. Поэтому ничего никому не рассказывайте, храните все в секрете, не говорите до того момента, пока не получите какой-то результат. Еще у меня сразу выскакивает здесь такая интересная карточка. Ты прошел этот квест, я тебя поздравляю. Теперь ты готов к новым приключениям. Кто хочет купить мотивашки себе, пишите нам тоже в описании, в контакты в описании к этому видео. То есть вы получите точно какую-то новость получите. Какая-то, может быть, у кого-то завершится большая, собственно, работа. Да? Какая-то работа, которую вы делали очень долго, и вы к этой работе подошли с таким очень глубоким чувством, и вот она закончится, и вы будете чувствовать себя удовлетворенной или удовлетворенным. Так, ну и маленький рекомендацион, значит, на что нужно, может быть, обращать внимание, или что нужно делать. Сейчас тот самый момент, когда нужно сказать «нет» и похвалить себя за свое решение. То есть внимательно взвешивайте все за и против. Недаром на дне лежит правосудие. Не торопитесь соглашаться на те вещи, которые вам не нужны, чтобы потом не попасть в путы своих собственных желаний, чтобы не стать заложником. Если боитесь отказывать прямо, отказывайте как-то очень завуалированно, аккуратно. Здесь важно, почему говорить «нет», потому что какие-то вещи, которые вам по работе так точно будут предлагать, вы заведомо будете чувствовать как неправильные, нехорошие, что-то там будет не то. Вот отказывайтесь от таких вещей в эти ближайшие 7 дней, потому что вам это точно не нужно. Вот такие дела, ребят. Я вам всем желаю удачи и успеха в эти ближайшие 7 дней. Пожалуйста, берегите себя. До новых встреч и пока-пока.